Где же искать земельные участки? Я так понимаю, что любой иностранец может купить квартиру и землю здесь, в Аргентине, правильно? Построить лучше и проще то, что хочется с самого начала, нежели переделывать. Сегодня еду сопровождать клиента по внесению залога. Ну что, давайте пройдемся по классическому договору купли-продажи. Клиент станет счастливым обладателем земли, на которой впоследствии через некоторое время планирует построить дом для своей семьи. Всем привет! В своем прошлом выпуске я рассказала о том, как купить недвижимость в Аргентине, о причинах покупки. И если вы не видели это видео, то оно сейчас появится всплывающей ссылкой. Ну а в этом выпуске я бы хотела пояснить моменты, связанные с покупкой земельного участка. Многие хотят диверсифицировать свои инвестиции и помимо покупки квартиры также рассматривают покупку земельного участка для дальнейшего строительства дома. Потому что в этом случае можно использовать те материалы, которые хочется использовать, технологии строительства, которые привычны нам. Построить лучше и проще то, что хочется с самого начала, нежели переделывать. Кроме того, многим хочется жить за пределами города или иметь место такого уединения туда, куда можно уехать ближе к природе, ближе к воде, ближе к лодкам. Надеюсь, это видео будет вам интересным. Оставляйте свои вопросы в комментариях, буду рада на них ответить. Итак, где же искать земельные участки? Конечно же, вам в помощь в первую очередь Google, и запрос звучит как «comprar terreno en Argentina», то есть купить землю в Аргентине, и сразу же вам Google выдает несколько сайтов-агрегаторов. Это Zona.prop, это Argentprop, это Mercado Libre и еще несколько специализированных агрегаторов, на которых можно искать именно землю. В том числе я использую, естественно, наработанную базу аргентинских агентств недвижимости и девелоперов. Есть ряд компаний, которые специализируются только на продаже земельных участков, поэтому им я также рассылаю запросы, и они мне направляют спецпредложения и новые объекты, которые выходят в продажу. Ну вот, мы можем, в принципе, посмотреть, как выглядит запрос и объект на сайте, предположим, Mercado Libre. То есть вы заходите на какой-то из объектов, есть возможность посмотреть по фотографиям, как выглядят лоты. Вот посмотрите, да, карта. Здесь, соответственно, уже разлинованные поля, пронумерованные лоты, и можно примерно сориентироваться по размерам. Это, видимо, какое-то озеро. Вот посреди баррио. Баррио, судя по всему, закрытое, потому что, видите, на входе высокий забор, и здесь, судя по всему, да, ну, закрытого типа.
Вот такая благоустроенная, красивая территория. Вот так вот выглядит входная группа. Очень все симпатично. Естественно, нужно сверять по карте удаленность от города, примерно оценить доступность этого объекта и общественного транспорта до него, и дорогу на автомобиле. Далее внимательно изучить все параметры лота и объектов и стоимость, потому что стоимость выдается вообще очень рандомно, честно говоря. Вот здесь даже непонятно, $6000 это, ну, судя по всему, вот за объекты 800 квадратных метров. Но это все лучше переуточнять на самом деле, потому что очень часто возникают недопонимания, ошибки, и зачастую эти объявления тоже формируются секретарями в агентствах недвижимости, которые могут случайно допустить техническую ошибку, и, в общем, здесь вся экономика в этом случае может сильно пострадать в плане ценообразования. Для того, чтобы убедиться в достоверности этой всей информации, естественно, во-первых, ее нужно перевести, внимательно прочитать, вот в том числе, видите, здесь блок есть дополнительные расходы, которые тоже очень влияют на ценообразование, и на случае с инвестиционной покупкой тоже это важно все учитывать. И необходимо будет связаться по объекту, который понравился, по электронной почте, либо в телефонном разговоре, и все эти моменты доуточнить. Потому, как правило, в этих объявлениях написано не так много информации, самое основное. Вот, естественно, детали, которые влияют на принятие решения, зачастую не зафиксированы в объявлениях, а узнаются только в офисе отдела продаж. Так вот выглядит объявление на Зонапроб, тоже, соответственно, фотографии. Вот так выглядит схема поселка, тоже есть уже, соответственно, номера лотов, примерные их размеры. Вот так вот на карте показано, где это все располагается. И тоже дана дополнительная информация, с которой необходимо ознакомиться внимательно. Даны номера телефонов. Открываем номера телефонов, и вот, собственно, телефон, по которому, скорее всего, можно по WhatsApp связаться. К сожалению, не всегда телефоны, указанные в объявлениях, выдают возможность связаться по WhatsApp сразу же. Ну, то есть они могут быть городскими номерами телефонов, агентства, например, да, и в этом случае вы не сможете написать в WhatsApp, задать вопрос письменно. И тогда я рекомендую искать в поисковике по названию сайт этой компании, которая продает объекты, и уже на этих сайтах зачастую размещены именно номера WhatsApp, на которые вы сможете написать что-либо, если вы не разговариваете по-испански и с переводчиком хотели бы письменно задать вопрос продавцу. Вот еще один объект в качестве примера. Тоже очень все симпатично, зелененький. Так, вот такие фотографии. Тут уже какие-то дома построены. Так, смотрим карту. Вот. Примерно оцениваем. Это где-то очень-очень далеко. Это вообще не рядышком с Буэнос-Айресом. Это уже между Буэнос-Айресом и Мар-дель-Платой. Вот. Выпадает все подряд на самом деле. Даже по запросу купить землю в Буэнос-Айресе. Вообще в целом объектов на агрегаторах не так много на самом деле. Вот их как раз-таки здесь самая большая задача — это вообще в целом сделать срез рынка и понять, какие в принципе объекты есть, какая цена адекватная, неадекватная, какая удаленность этих объектов и так далее. Вот в этом очень сильно помогает наработанная база данных и база новинок, потому как ряд объектов, честно говоря, в Аргентине продается вообще в закрытом таком доступе, среди своих расходится. Ну что, вчера мы посмотрели несколько вариантов участков. Погода была солнечная. Выбран участок, который больше всего понравился. Он находится и рядом со въездом в поселок,
и в таком тупиковом месте, то есть непроездном, очень тихом, уютном, напротив нет второго участка, с одной стороны, соответственно, там зелень, на противоположной стороне тоже зелень, участок ровный, благоприятно для строительства дома, и сегодня мы вносим резерв. Мы изначально приехали смотреть участок, который был запущен недавно. У него привлекательные цены, сейчас действует специальное предложение, но факт заключается в том, что, к сожалению, эти участки не предусматривают застройку дома на текущий момент времени, и ближайшая дата, когда можно будет приступить к застройке уже дома и обустройству участка, она примерно через год случится только, потому как на этой территории еще не подведены коммуникации, не подведено электричество, не подведена вода, не застроена входная группа и въездная группа, в том числе на площадку, нет охраны и так далее. Собственно, по этой причине агентам сразу же на месте была предложена альтернатива, аналогичный проект, точно такой же, так как они братья-близнецы, как я уже сказала, эти два объекта, то вот первый объект под номером 1 и названием Луга номер 1, он был запущен 2,5 года назад, поэтому на текущий момент времени на объекте уже есть электричество, стоят столбы, можно проводить электричество непосредственно на участок. Также подведена вода, водопровод, которая обеспечивает технические нужды для первоочередных строительных работ. На этих участках можно производить работы по бурению скважины, которая позволит впоследствии обеспечить уже максимальный объем воды и независимость в том числе от водных коммуникаций, проложенных к текущему моменту. Этот объект не несет в себе никаких дополнительных экспенсов, то есть экспенсы никакие не будут выплачиваться собственниками земли. Единственное, что, по сути, там есть некое товарищество. Что это значит? Что собственники всех участков, всех лотов, они самостоятельно принимают решение, какие услуги, какие застройки, какие там дополнительные сервисы будут присутствовать на территории, и просто скидываются на них. Не существует никакого обязательного требования по этим платежам, которые на усмотрение самих собственников земель могут вноситься, например, за охрану. В случае, если требуется охрана на первый период строительства, в том числе ночная, то в чате собственниками решается этот вопрос путем голосования, путем выбора той компании, которая будет охранные услуги предоставлять, уже принимаются решения по тому, сколько, соответственно, с каждого из собственников будет запрошен, в добровольном порядке взнос. Момент еще заключается в том, что в рамках этого поселка есть условия необходимости отгородить свой лот, свою территорию забором, что, в принципе, тоже очень логично и правильно. По какой причине? Потому как, тоже в процессе стройки семьи приезжают с детьми, и чтобы, не дай бог, ребенок не упал в какой-то котлован или строят бассейн, предположим, который строится на соседнем участке, есть правила по тому, чтобы огородить территорию стройки забором. В рамках этого поселка есть определенные требования по застройке домов, есть согласованные критерии внешнего вида, есть, я имею в виду, здесь речь идет не про то, что дом должен быть определенного цвета или определенного архитектурного решения, но есть определенные нормативы по тому, в каком стиле можно строить. То есть, перечислено в том числе типы домов, которые нельзя строить, например, контейнер,
тип контейнера дом, он для этого поселка не годится, он как бы не будет согласован. Это тоже интересное очень правило, мне кажется, тоже достаточно правильное, чтобы, по сути, сохранить единый стиль поселка, и чтобы, в общем, дома не были сильно разномастными, все-таки какую-то, общую концепцию сохранить согласованную. Есть также минимальные размеры дома, максимальные размеры дома, которые можно застроить, максимальная этажность, а именно 2 этажа может быть. Есть нормативы по тому, чтобы в рамках участка было выдержано расстояние между объектами, то есть объекты не должны быть ближе, чем 4 метра друг к другу. Например, если застраивается там отдельно одно здание, отдельно там второе здание, то между ними обязательно должен быть шаг 4 метра. Что касается засадки деревьев, тоже метр должен быть от забора, для того, чтобы крона дерева, которое растет на участке, не создавала тень или помеху для соседей. Сегодня еду сопровождать клиента по внесению залога. Залог принимается наличными долларами, без пометок, без печати, без каких-то шероховатостей купюр. Купюры должны быть не старше 1997 года, большая голова президента, может быть купюра синего либо желтого цвета, но важно, чтобы это была не старая купюра. И далее механика следующая. Спустя 10-15 дней будет готова документация на куплю-продажу и назначена дата и время сделки, где будут происходить основные расчеты уже непосредственно по договору. Важно сказать, что, конечно же, во всех сделках купли-продажи недвижимости, земли очень важно иметь своего собственного нотариуса, который сможет совершить проверку документов, проверку эскритуры, либо документов, там, если эскритуры нет, и, соответственно, она будет получена через какое-то время, то в этом случае необходимо совершить проверку законности на основании тех документов, на которых заключается договор предварительной купли-продажи. Соответствие, по сути, этих документов продавцу, да, которому передаются деньги. Кроме того, важно, чтобы там бывают разные моменты, особенности самих сделок, разные формы собственности, и важно учесть все возможные риски. Важно, чтобы нотариус пояснил эти риски, и клиент мог принять самостоятельное решение по тому, насколько он готов эти риски принять и, собственно, как он будет действовать в случае, если один из них вступит в силу. В рамках той сделки, которую я сопровождаю, также привлечен независимый нотариус, и эскритура будет готова по этому проекту предварительно спустя 6-8 месяцев. Здесь важно еще момент того, что нотариус также отрабатывает непосредственно дело каждого клиента. То есть у каждой семьи, у каждого потенциального покупателя недвижимости есть своя собственная ситуация, с которой он прилетел в Аргентину. Определенный набор документов, определенная программа легализации, состав семьи и другие тонкости, которые необходимо учитывать в рамках проекта купли-продажи. Поэтому нотариус необходим в ряде моментов, да, для того, чтобы в том числе вот эти особенности, тонкости непосредственно самой сделки купли-продажи, проверки документов, проверки собственников, проверки условий договора купли-продажи, в том числе опираясь на личные особенности самого клиента, самого покупателя, дал свои заключения и рекомендации. Ну что, давайте пройдемся по классическому договору купли-продажи. Понятно, что для каждого объекта и у каждого застройщиков и каждой конкретной ситуации, будет ли это новый объект или вторичка, соответственно, структура этого договора будет примерно одна и та же, но наполнение, естественно, будет отличаться.
Если мы говорим с вами про договор купли-продажи земельного участка, то, конечно же, самыми основными параметрами будут данные о продавце, данные о покупателе и данные об объекте. И во вторую очередь крайне важными будут условия сделки, налогообложения и расходов. Чья сторона какие расходы несет, какие обязательства зафиксированы этим договором и в какие сроки эти обязательства должны будут быть выполнены. Итак, наш объект находится в часе полутора езды от центра Буэнос-Айреса. Это северное направление, Нордельта. Если ориентируетесь, то это примерно в районе Эскобара. Очень хорошее направление, считается одним из самых престижных, высоковостребованных, безопасных и находящихся в непосредственной близости от каналов, от Тигры, от яхт-клубов. И, значит, у нас получается не закрытое баррио, у нас поселок открытого типа, но с КПП и с контролем въезда автомобилей и прохода гостей. Участок 2000 квадратных метров с уже готовыми коммуникациями, подведенными к участку. Итак, что мы видим в договоре купли-продажи? Мы видим данные о продавце, ссылки на его ДНИ, документы и доверенности. В данном случае, да, он представляет интересы третьих лиц, соответственно, есть ссылки на доверенности от третьих лиц для совершения сделки купли-продажи и на подписание этих документов этим лицом. Важно проверить по договору купли-продажи, по данным, которые даны нам по продавцу, по всем лицам, представленным на стороне продавца, отсутствие обременений и каких-либо долгов с их стороны. Далее движемся по договору. Я буду заглядывать и в электронную версию со своими пометками и также просматривать распечатанный договор. Соответственно, дальше у нас даны данные покупателя, также мы их сверяем, и даны параметры объекта. Здесь мы сверяемся со эскритурой, то есть с документами на собственность, что номера совпадают, номера эскритуры, копии эскритуры совпадают с номерами, указанными в договоре, и параметры участка тоже совпадают с теми, которые были нам указаны на плане и которые у нас зафиксированы в договоре бронирования. Дальше мы сверяем площадь и сверяемся с кадастровой номенклатурой, чтобы номера по кадастру тоже совпадали у нас с договором купли-продажи. Сверяем стоимость. Стоимость общая уже указана у нас в договоре. И далее внимательно ознакомливаемся с разделом касательно расходов, сборов, налогов, какие конкретно налоги и сборы оплачивает покупатель и какие налоги и сборы оплачивает продавец. Соответственно, для вас тоже должно быть это все прозрачно и понятно. Размеры этих взносов хотя бы ориентировочные. Понятно, что если через какое-то время, соответственно, эти сборы необходимо будет оплатить, предположим, спустя 8 месяцев, то они могут скорректироваться в связи с изменением курса песо. Но, тем не менее, примерные параметры в процентном соотношении вы должны понимать. Далее процедура получения документов на собственность также зафиксирована в договоре и сроки получения этих документов. Также, как правило, в договоре купли-продажи подробно описаны требования к застройке на участке земли и требования по коммуникациям, то есть какие размеры труб могут быть проведены на участок, максимальные и минимальные параметры,
другие нормативы, связанные с бурением скважин, водоочистительных конструкций. В данном случае у девелопера есть несколько контрактованных субподрядных компаний, которые устанавливают эти очистные конструкции, и с этим также необходимо ознакомиться, сориентироваться по ценообразованию и зафиксировать дальнейшие шаги по установке этих конструкций непосредственно на участке. Также в договоре могут быть указаны различные порядок действий в случае каких-либо нарушений со стороны покупателя, то есть владельца лота, например, связанными с повреждением коммуникации непосредственно поселком. Предположим, идет застройка, и в ходе строительства рабочие покупателя, то есть собственника земли, повредили коммуникации. Как в этом случае регулируется порядок действий? Он регулируется договором, то есть зона ответственности покупателя в этом случае четко регламентирована этим документом. Я также взяла частную консультацию у одного из нотариусов и задала несколько вопросов, которые меня интересовали и которые, возможно, будут полезны и вам. Давайте посмотрим. Я хотела бы задать вам несколько вопросов. Я так понимаю, что любой иностранец может купить квартиру и землю здесь, в Аргентине, правильно? Ну да, при условии, что у них есть действующий паспорт и легальный въезд в страну. И потом со временем потребуется наличие аргентинского документа, подтверждающего ПМЖ. Скажите, значит, есть какие-то различия между покупкой квартиры и покупкой земли? В случае с квартирой это может быть уже построенное здание, сданный объект, а может быть и этап строительства. Если речь идет о новой квартире, то нужно уточнить у строительной компании, с какими профессионалами они работают, в формате ли траста, в формате партнерства. Ну и, конечно, нужно посмотреть, какие документы они предложат и запросят у иностранного покупателя. Что касается покупки земли, то это может быть проект с застройщиком, и он может иметь различные форматы в закрытом поселке или в уже созданном загородном комплексе. Другими словами, существуют различные переменные, и здесь возможен широкий диапазон случаев. Но купля-продажа всегда должна быть оформлена сначала договором купли-продажи, болетто, потом документами на собственность, эскритурой. Но вариантов 1000, в зависимости и от территориальной локации, где вы хотите купить, и от каждого конкретного проекта, его особенностей и статуса самого покупателя. Получается, в каждом случае нужно проверять документацию продавца или застройщика и самого объекта недвижимости или земли, правильно? Да, это правда. Необходимо знать, кто является продавцом, компанией или застройщиком. Желательно выяснить данные о их деятельности, какие проекты они уже выполняли, чтобы убедиться в их надежности и быть более уверенным, с кем вы будете совершать сделку. А документ о праве собственности, эскритура? Обязательно. Мы запрашиваем копию свидетельства о праве собственности на землю или объект. Это верно, что необходимо изучить документацию за последние 20 лет? Да, это и есть исследование наличия права собственности по конкретному объекту. Все нотариусы в обязательном порядке проводят данное исследование, которое охватывает 20-летнюю историю. Мы изучаем, как было оформлено право собственности на недвижимость. Его цель – проверить, действительно ли лицо, занимающееся продажей, является тем, кому по закону принадлежит право совершать данную сделку. Угу. А что касается договора купли-продажи?
Договор о купле-продаже – это почти всегда первый документ, подтверждающий факт осуществления процесса покупки, поскольку иногда невозможно сразу зарегистрировать сделку, так как есть еще другие единицы, которые нужно продать, или потому что строительство здания еще не завершено. И договор в этом случае является единственным документом, пока не достигнуты определенные фазы завершения строительства. Да, каждый случай действительно индивидуален. Поэтому, когда клиент приходит и решает купить недвижимость, которая ему понравилась, с этого момента мы начинаем смотреть ситуацию с этим зданием или с этой землей. Наша задача – это внимательно рассмотреть различные аспекты. Необходимо учитывать многие моменты. Это мое мнение как профессионала. Вы можете проконсультироваться и с другими специалистами, но, на мой взгляд, крайне важно провести исследование перед продажей и покупкой. Какие, на ваш взгляд, самые основные риски при покупке недвижимости? Риск всегда выше, когда вы покупаете участок земли без инфраструктуры и не знаете точно, кто является владельцем, его законным представителем или застройщиком. Более всего важно, чтобы они соблюдали то, что было оговорено в отношении строительства и сроков сдачи объекта. Много раз случалось так, что проекты не доводились до конца или объекты перепродавались, и тогда возникали сложности. Поэтому нужно хорошо знать продавца, получить хорошую консультацию по проекту, запросить у застройщика отчеты, проверить, действительно ли владельцы являются теми, кто фигурирует в документах купли-продажи. Можно запросить справки о задолженности в муниципалитетах и других органах в столице или в провинции. Так, конечно, надежнее. Вот и настал тот самый долгожданный день подписания договора купли-продажи. Я уже в пути на встречу в офис владельца земельного участка, где будет подписываться договор купли-продажи вместе с нашим соотечественником, который в скором времени станет счастливым обладателем земли для застройки дома. Договор купли-продажи предварительно переведен на русский язык, представлен нотариусу. Нотариус озвучил свои комментарии, рекомендации и пояснения по содержанию договора купли-продажи. Все это было переведено на русский язык, донесено до клиента мной, и, соответственно, сейчас все готовы, все понимают, что будет подписываться. Есть согласованная электронная версия этого документа. На подписании она будет сверена, соответственно, распечатанная версия с электронной. Те моменты, которые, возможно, еще нотариус будет проговаривать непосредственно на подписании, я буду сопровождать, переводить для клиента. Далее, соответственно, после процедуры подписания будет происходить процедура оплаты земельного участка, и таким образом клиент станет счастливым обладателем земли, на которой впоследствии через некоторое время планирует построить дом для своей семьи. Как же подготовиться к сделке купли-продажи земельного участка? Первое – это правильно выбрать объект в соответствии с вашими целями. Второе – это заручиться поддержкой проверенного нотариуса, который полностью проверит весь пакет документов и со стороны продавца, и даст комментарий по тому пакету документов, который необходим с вашей стороны и по вашей ситуации. Третье – это шаг за шагом планомерно произвести все необходимые шаги по подписанию документов предварительного договора купли-продажи и далее подписанию документов на право собственности. В среднем весь процесс занимает 1-2-2,5 месяца. Но это, конечно же, очень зависит от вашей конкретной ситуации. Сюда входит и выбор объекта, и выезды на просмотр этих объектов, и согласование деталей, переговоры по ценообразованию, дополнительным скидкам, проверка документов, проверка объекта и полностью подготовка к сделке. Все получится.